Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Я просто день рождения вел и сразу возле дня рождения. Где так микрофон? красиво. Микрофон там оставил. Ой, ой. Ой, ребята уже нас снимают. Всем привет, с вами снова Орел и Решка, и мы... Орел и Решка, я сказал. С вами снова Орел и Решка, и мы с Настюшкой. Вапорешки. Вапорешки. Ого! Теряли микрофон в руки и пойдем. А сейчас перекатываем яичко из одного ведущего в другого. И подбрасываем монеточку. Нет, серьезно. Ой-ой-ой. Давайте заново начинать. Это необычный выпуск «Орла и Решки». Это третий выпуск спецпроекта «Орел и Решка. Неизданное» сезона Ивлеева-Бедняков. С вами Андрей Бедняков и Настя Узенюк. Ой-ой-ой. Еще раз. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Наговорил я кучу всего, а потом вырежете, что вам надо. Все, что осталось за кадром. Что ты меня снимаешь? Не дави на меня. Вообще, ты, может, мне еще в рот залезешь? Раскадруешь мои гланды. И все, что не пропустила цензура. Хоть голый снимайся. Ой, рейтинги будут, да, Саня? Ой, простите, не смотрите туда. Я думал, я один здесь. Неудачные дубли. Старая полуразру... 50 метров от аэропорта. Не вошедшие сюжеты. А в кадре ж нельзя пить, да? Смотри, жира! Обломы. Ой-ой. Волосы защемило. Скандалы. Короче, атмосфера накаляется, ребята, сейчас будет драка. Саня, держи меня! Личные впечатления Ой-ой-ой. Очень страшно. и откровения ведущих. Зажрался ты, Бедняков, упырь. Настюха, звезда дальнобоя. Тот случай, когда я жалею, что я не длинноногая блондинка. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Господи, помилуй, надеюсь, это не стреляли. Еще больше историй. Я села на крапиву. Ой-ой-ой-ой. Ведущий «Орла и Решки» приехал и сломал пирамиды, которым 3500 лет. Ха-ха-ха. Еще больше «Орла и Решки». В общем, Орел и Решка, One Love. Ворвемся мощнейшее. И все это в эксклюзивном выпуске «Орел и Решка» Ивлеева-Бедняков неизданное. Блин, классно, когда есть неизданное. Вот я даже фильмы никакие не хочу смотреть. Просто лежишь, балдеешь. Андрей Бедняков – один из первых ведущих шоу «Орел и Решка». За его спиной 9 сезонов и более сотни выпусков с разных уголков мира. За 5 лет отсутствия в шоу зрители просто завалили нас просьбами его вернуть. А желание зрителей для нас – закон. Да, король вернулся в эту программу. Добрый вечер, ребята! Папка на базе. Какой он зеленый. Так когда-то говорили про меня, как только я пришел в Орел и Решка. А часто я уже сочный, спелый фрукт. Правда, с косточками и не без гнильцы, но фрукт. Андрей вернулся и буквально с первого дня съемок показал, что все так же, как и много лет назад, молод, энергичен и инициативен. Да нет, все. Ну, thank you very much. It was very good. Where can I find some burgers? О, елки-палки, я слишком стар для таких тачек. Thank you. Ты сфоткал или нет? Капец, он такой тяжелый. Блин. Все, ну его в баню. Я слишком стар для этого. Андрей, как и раньше, смешил всех своим искрометным и современным юмором. Знаешь, смотри, анекдот. Встречаются как-то ведущие все «Орла и Решки» в раю у входа в рай. А пока летит монетка, слушайте анекдот. Лошадь! Как в том анекдоте, да? Лошадка. Лошадка. Очень смешной анекдот. Ухахатывался всегда, когда я его слышал. Прям оборжаться можно. Не буду вам его рассказывать.
А еще ведущий удивлял нестандартным образным мышлением. Вы знаете, мне это напоминает кашель туберкулезника. Веселая лайтовая шутка. Если у нас город Паши Сизова, ну, именами смотрящих, кликухами, то здесь природа важнее. Паша Сизый, ты тут не настолько важен. Паша Сизый, так мы называли учителя по географии в моей школе. Вот цвет такого свежего синяка, вот когда тебе только вмазали, и вот такой вот бирюзовый, знаете, вот второй день, наверное. И несмотря на свой колоссальный опыт, Андрей продолжал всему удивляться и радоваться мелочам. Был бы я сейчас лет на 20 моложе, то я бы здесь пищал вообще. А сейчас я уже такой пират, что мне просто надо бутылка рома. И йо-хо-хо-хо-хо. Конечно, жалко, что оно чуть-чуть, но оно все равно чуть-чуть отреставрировано. Хотелось бы посмотреть, конечно, на древний город, вот с тех времен. Ну, все как-то банально. Ну, как по мне, хочется, чтобы водичка была более прохладная. Как по мне, это тоже уже давным-давно уже не модно. Хэштег «ожидал больше», хэштег «расстроен». Но даже такого искушенного путешественника, как Андрей Бедняков, можно удивить. Так произошло в выпуске об американском штате Колорадо. Тогда сюжет про местный мост просто не влез в эфирную версию программы. Смотрим его сейчас. Во второй половине дня я отправился посмотреть на одну из главных достопримечательностей штата – Royal George Bridge, или по-нашему Королевский мост Джорджа. Официально это самый высокий мост в Соединенных Штатах. Его высота 291 метр, это как 100-этажный небоскреб. При этом это один из самых старых и небезопасных мостов во всей Америке. Вот он, этот мост. Are you going there? Floor. Oh. Okay. Be careful, please. Вот оно, что вы не идете, ребята. Понятно, малышки. Хотели меня Тут очень скользко. Мало того, что идет вот такой дождь мокрый снег, так еще и гололед, ребята. Здесь очень скользко. Нифига, меня не остановит гололед. Дождь идет, пускай. Я все равно посмотрю на этот мост. Осторожно, но мы пойдем. Осторожно, реально очень скользко. Королевскому мосту уже почти 100 лет, и все эти деревянные балки с тех пор ни разу не менялись. Ребятушки, вот здесь такие щели между вот этими деревянными балочками, что пролезет, наверное, кулак. И особо впечатлительным вниз лучше не смотреть. Я себя отношу к особо впечатлительным касательно высоты, поэтому вниз я смотреть буду через раз. Но если преодолеть свой страх и выйти на середину моста, за смелость будешь вознагражден сполна. Ах, как высоко. Ну вот смотрите на это. Такое ущелье, очень красиво, очень страшно. И вот эти скалы, вот прям на них смотришь и понимаешь всю суровость этого места. Причем еще и погода сегодня суровая. Вообще все совпало. А когда лицо высовываешь за пределы моста, еще холоднее. Через минут 5, наверное, у меня на усах уже появится иней. Но я не жалею, что я сюда приехал. Такое нужно увидеть. Пускай с погодой не повезло, ураган, ветер в лицо, этот мокрый снег, гололед. Но это того стоит. Вообще, когда хорошая погода, конечно, все видно. Здесь есть всевозможные активности, зиплайн, какие-то качели еще на сумасшедшей высоте. Сегодня, понятно, этого ничего нет. Есть только холодный мост и теоретическое воспаление легких, которое тоже входит в стоимость билета. Так, куда бы пойти? Куда бы пойти? Точно. Узнаю о самых крутых местах в консьерж-сервисе MasterCard. Надо использовать все возможности. Техас – один из самых больших
и самых колоритных штатов Америки. Здесь разрабатывают космические технологии, Это очень круто. соблюдают древние традиции, и именно здесь обитают доисторические монстры. Я думаю, что если не знать, что это рыба, можно очень сильно... Ой-ой-ой! Если купатушки в темном озеро шишке и не знать об этом. Настя с безлимитной картой изучала самый большой город штата Хьюстон и скучала по своему бывшему коллеге. Антон, интересно, как ты сейчас? Где ты сейчас? Летаешь, наверное, там. Передачку снимаешь. Скучаю, старичок. А Андрей 2 дня бродил по столице штата, городу Остин, и тренировал свой искрометный юмор на местных. Excuse me, in what time do they usually appear? A sunset? So I'm thinking it should be relatively soon. Okay. Because it said like 6:30-ish, which we're past, but guessing soon. Do they usually on time? You don't know. Never been. Because I'm from UNESCO, I should be in front, yeah. Порвал женщин. Да-да, я просто делаю свою работу. Excuse me, guys! Let's call them all together! Bats! 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 Так видите, не зря меня уволили из Дворца культуры, потому что массовик-затейник из меня такой себе. Массовик-затейник дубль 2 провалился. Неплохо, неплохо. Уикенд в Техасе получился настолько насыщенным, что сразу несколько сюжетов про местные достопримечательности не уместились в программу. Исправляем это недоразумение. Добро пожаловать на шоу. Приглашаю пройти. Я пришла в Буффало Байо Парк Цистерн, первое водохранилище города Хьюстон. Построили его 95 лет назад. Тогда растущему мегаполису не хватало питьевой воды, и ее свозили сюда из близлежащих городов. Вместимость этого помещения порядка 57 миллионов литров воды. 5 лет назад хранилище начало протекать, поэтому залы осушили и сделали из них исторический арт-объект. Но фишка этого места не в мистическом сумраке, 221 колонне или затхлом запахе воды, а в обалденном эхо, которое длится целых 17 секунд. Бедняков! Долетела. А пока Настя любовалась подземными достопримечательностями Хьюстона, я решил показать одну необычную наземную достопримечательность еще одного техасского города – Остина. Вот еще одна ночная достопримечательность. Видите, вот этот высокий фонарь. Называют этот фонарь лунной башней. Таких башен по городу 7. Построили их в 19 веке. По легенде, изначально башни построили в районе, где орудовал серийный маньяк и процветала преступность. А такими высокими их сделали для того, чтобы преступники их не разбивали и чтобы радиус освещения был побольше. Сейчас это уже никому не надо. Маньяков вроде бы в Остине нет. И эти башни утратили свою функцию, самую главную, непосредственную. Но власти штата решили эти фонари оставить. И не просто решили оставить, а они назвали их достопримечательностью не только города, но и всего штата. В 19 веке такие светильники были достаточно популярны не только в США, но и в Европе. Но на сегодняшний день они сохранились только здесь, в Остине. Как по мне, это просто высокая железяка с очень тусклыми фонарями. Но легенда красивая. Настя Ивлеева. Ой, сейчас променяю. Настюшка, ясно, солнышко. Одна из самых популярных ведущих «Орла и решки».
Она провела 3 сезона, сменила 2 ведущих, Классное начало сезона. Господи, монетку хоть подбросить сможешь? а после ушла на заслуженный отдых. Пока. Но благодаря многомиллионной армии поклонников и их просьбам «Верните Настю», гениальная ведущая вскоре вернулась в шоу. Красавица, 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 или тся, красавица, красавица. Здесь давай знак вопроса, типа мы сомневались. Ну просто красавица и тупица. Буквально за пару выпусков стало ясно. Настя кардинально изменилась за время отсутствия. Профессионалы своего дела, профессионалы. Это правда. Всего лишь со 2-го дубля. А раньше была с 1-го. Итак, что мы знаем о Малайзии? Что это азиатская страна, извините. Говорят, извините, чуть не сдохла на это. И говорят, если вы хотите познакомиться со всей Азией, то вам прямиком нужно отправляться именно за один раз. Угу. Поэтому... А как я начну? И говорят, если вы хотите познакомиться... И говорят, если вы хотите... Как будто я уже анекдот. Они, значит, говорят. Ой. Настя стала более скромной, Ой-ой. Какая... Ой-ой-ой. более женственной. Потеряла обувь, зато помада осталась. И я еще со своими ранами такая просто побитая путана хожу и побираюсь просто. Кто-нибудь нальет даме воды. И еще более трудолюбивой. Да идите. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, все. Ой. Идите Ой, ой. своими подводками, за кадрами Ой-ой-ой. пишите. Не будут они не сказаны, блядь. Бесит. Ой-ой. Ради хорошего сюжета ведущая соглашалась на все. Вы идите, Ой-ой. ну, придумывайте таких локаций, а потом начинаете меня уламывать. Вы знаете, что ведущие уже старые люди. Беднякову под 40, мне под 30. Ну, Ой-ой-ой-ой. мне надо. Ты с парашюта, я тебе прыгну, там выбора нет. А тут идешь и сознание теряешь. Мы уже старые люди. Мне бы родить, мне бы сил хватило бы народа, а вы меня еще тут забираете мою последнюю энергию. Настя стала охотно выполнять все команды режиссера. Сейчас мы будем подниматься. Наверх. 7 минут. Она начала еще больше ценить команду. Я не хочу быть в Малайзии. Я хочу быть на Мальдивах. Поэтому давай отпишем тот синхрон, который я тебе говорю. Все, не беси меня. У нас вообще-то съемка происходит, у меня текст. Ну, спасибо большое за предоставленную возможность сделать еще один дубль. Вот вы, мужики, думаете, да? Ну что баба тебе сделает? Драться она не умеет. Так а ей драться не надо. Достаточно рот открыть, а тебе весь мозг сожрет. И это я даже не стараюсь. И, наконец, достигла гармонии в отношениях со своими фанатами. Сань, вот подписчики говорят, что я без косметики страшная. Я не понимаю, Саш, вообще, почему они думают и пишут мне, что их мотивирует писать мне, что я страшная. Не понимаю. Худею, гиалуронку колю себе, витамины. Пока мы ждем отплыв, я разглажу свои морщины. Хоть минуту мне не будут писать о том, что я страшная. Являю страшилище без косметики. Просто страшилище. Фу, прям хочется блевать. Без водки просто на нее вообще вот ну не посмотришь. Ой-ой. Надо тональником вот пользоваться, а тогда будет все хорошо. Ой. Тональником, помада, ресницы, вот тогда будешь. Ой-ой-ой. Мне вот интересно, ты подписчик, а ты красивая без косметики? А тебе слабо взять и со своей натуральной красотой на весь СНГ, на все страны программки отвести? А? Чтобы быть лучше, наша ведущая даже бросила свои вредные привычки. 3 часа я не видела ни хмеля, ни солода, и моя жизнь как будто черно-белое кино. Правда, длилось это недолго. Ну, здравствуй.
Нам нужно поговорить наедине. Я не понимаю испанский, но когда я слышу текила, 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 я понимаю, что женщина говорит мудрые вещи, и спорить с ней явно не стоит. Просто нужно слушать и кивать. Это не мой бар. Ладно бы стаканов, здесь даже бутылок нет. Я была бы не Настя Ивлеева, если бы не осталась ночевать в городе Текилы. Это мое место, понимаете? Я должна была в бочке ночевать. Я просто рождена для этого момента, для этой бочки, для всех бочек здесь я рождена. Наверняка многие из вас задавали вопрос. Они же берут бутылки из-под вина. Они же прячут в пустую бутылку. Соответственно, где та жидкость, которая была в бутылке до этого? Нет. Ну, конечно же, мы ее выливаем. Да выливаем, выливаем. И, конечно же, больше всего в этом сезоне Настю привлекали сюжеты, связанные с горячительными напитками. Один из таких не попал в выпуск о Манчестере. Зато можем увидеть его сейчас. В Манчестере я решила сходить в прачечную, но не для того, чтобы постирать свое бельишко. Hello, my name is Anastasia. I have a reserve. What name is it, sorry? Anastasia. Yes. Yep. Thank you. Сейчас все будет. Hello. Hey guys, welcome to our house. Thank you. Ну пошли уже скорее, Сонечка. Не ожидали, да, друзья? Это очень круто. Я вообще обожаю такие фишки. Со стороны это кажется обычная прачечная, но ты заходишь и попадаешь в самый настоящий бар. Самое главное, что просто так туда прийти и попасть нельзя, как вы могли видеть, только по предварительной записи. Но я же человек уважаемый, поэтому я здесь. Но и это еще не все. Говорят, в этом баре делают самые необычные коктейли во всем Манчестере. И я собираюсь их попробовать. Коктейль первый – островной пунш. В его составе ананас, темный ром, лайм, сахарный сироп и ликер. Подают вместе с зефирками, которые поджигают прямо на твоих глазах. Yes. We build you a little bonfire, dehydrated citrus peel. If it gets too much smoke in your eyes, put this glass upside down over it. Что делать? Ага. Что это было просто? Он ворвался в мою жизнь, как, я не знаю, какой-то супергерой, дал огня и потрясающего вкусного напитка. Но подача, конечно, супер, я такое люблю. Коктейль второй. Ботанический сад. В его составе живые цветы, джин и ликер. Ну, у меня в жизни, конечно, разное случалось, но из клумбы я еще не пила даже 1 января. Боже, как это все пахнет. Друзья, это все настоящие живые цветы. Вы не представляете, какой это аромат. Я поняла. Это идеальный коктейль для женщин. Господи, дамы, милые, вы же понимаете, у вас здесь и букет цветов, и прекрасный коктейль 2 в 1. Если вам грустно, если ваш мужчина вам давно не делал подарков, приходите сюда, заказывайте этот коктейль, вуаля. Получила все, что хотела. И цветы, и напиток. Коктейль третий. Машина Тьюринга. В честь вычислительной машины времен Второй мировой. По сути, это такой коктейль-головоломка. Мне нужно взломать замок, иначе придется выпить самый крепкий коктейль в заведении. Here you go. So this is the Turing's Daisy. The drink is based around a guy called Alan Turing. Have you ever heard of him?
Но проблема в том, что я прослушала все подсказки бармена. И виной тому предыдущие 2 коктейля. Саш, ну ты же слушал, что он говорил? Что он говорил там? Давай, первая 2. 4. Второе. 8. Я не уверен. Саш, давай еще раз. Какая первая цифра? 4. Да была уже 4, не работает. Давай 3. Он говорил тайм. Что бы могло значить тайм? Он показал вот так нам. То есть, это может быть как буквой Т, но также это может быть и 7. То бишь первая цифра 7. О, все, пошло, Саня. Далее. Он сказал. Четыре. Оказалось, что нужно было умножить какие-то цифры друг на друга, но я наугад ткнула пару комбинаций, и замок поддался. Ну все. Ура, мне не придется пить шот. Значит, я буду все помнить. Фу, слава богу, проснусь дома. Congratulations. It's your reward for the code. Why? Because you cracked the code. It's an apple liqueur. Is it not справедливо? Выходит, что самый крепкий коктейль мне так или иначе придется выпить. Вот заразы. Все, было классно. Я набухалась. С консьерж-сервисом MasterCard любое путешествие будет в удовольствие. Достаточно сделать 1 звонок туда, и все ваши вопросы будут решены. Thank you. Работа ведущего «Орла и решки» проста лишь на первый взгляд. Новенькие, конечно, представим, прийти. Программу, которую они смотрели. Ого, как же тут же. Они же представляют себе одно, а тут совершенно другое. Эта работа забирает силы, здоровье и годы жизни у ведущих. Сейчас песочком присыпем, как будто ничего не было. А поскольку Андрей Бедняков и Настя Ивлеева ведущие со стажем, они использовали каждую возможность, чтобы оздоровиться и омолодиться. Пока спа не закроется, я буду здесь сидеть и хамамиться, и джакузиться, и массажиться. Они с удовольствием пробовали разные виды массажей. Если бы можно было вести эту программу с тонами, я бы ее вел. Следующий альбом Ревы. Ой, друзья мои, я просто не знаю, что эта милая женщина со мной делала, но мне кажется, что она просто произвела какое-то эстетическое шаманство. Мне 16, да, уже, Сэм? 16? Отлично. Значит, я сейчас похожа на ту фотку, которая в паспорте, да, у меня? Это не есть хорошо, Саша. Не пропускали ни одного термального источника. Олег, ты точно тут до этого не купался, до меня, не? Не заходил? Точно вулкан? Потому что ты тот еще вулкан тоже. Ну что, друзья, мне сложно это признавать, но в моем возрасте, да, вот 28 лет человеку, такие процедуры мне уже необходимы, и я знаю о них все. Артроз, остерохондроз, проблемы, в общем, с костями, со спиной, с дыханием. Вот, все это лечит, убирает, снова как будто нам 20. Индейцы давным-давно сюда приходили, окунались в эту воду, и все болячки вот так сразу, как рукой снимало. Отличное место, кстати. Зачем в больницу ходить? Одному дай, второму дай, лекарства купи, капельницу заплати. Сюда пришел, нырнул. Дешевле, комфортней, прекрасней, вообще отлично. Больница, все, до свидания. А также занимались йогой. Я сейчас поломаюсь. И даже парились в сауне. Токсины ушли.
Словом, расслаблялись наши ведущие как могли. И таких процедур у них было настолько много, что показать вам все мы просто не успели. Как, например, сюжет из Милана, где Бедняков на спа-процедуру от Армани ходил. Длится она 2 часа и стоит 1000 евро. Итак, что же из себя представляет это брендовое удовольствие? Для начала вам предлагают выбрать аромамасла и парфюм. Все, естественно, от Армани. Эти запахи будут сопровождать вас всю терапию. Далее, с помощью ароматизированных влажных полотенец от Армани вам делают очищение лица. После чего самое главное – омолаживающий массаж с помощью специальных кремов, масел и сывороток. Это прекрасно. В общем, ребятки, все настолько богато и качественно, что не омолодиться здесь ну просто невозможно. О, who is that guy? Мальчишка! Вот тот случай, когда заплатил 1000 и не пожалел ни одного цента. Gracias. Бесконтактная оплата – это быстро, удобно и, что самое важное, безопасно. Ведь премиальная карта MasterCard всегда в моих руках. Андрей Бедняков и Настя Ивлеева не только профессиональные путешественники, но еще и мастера на все руки. Они могут и сами себе пищу добыть. О-хо-хо-хо, ребята! Вау, гуд! Фантастик! Смотри, сколько! Обалдеть! Нифига себе! Крутяк! И сыр сварить. Это называется Настюшкин сыр, а не ахакский сыр. Да, задайте мне этот темп. И анчоусов насолить. Очень, кстати, ювелирный процесс. У меня получилось, несмотря на мои огромные когтища, у меня получилось. И нити для ковров покрасить. Давайте вместе, ну я же должен тоже приложить свою руку. А туда уже вы свою руку прикладываете. И сувениры разукрасить. Вообще по рисованию у меня всегда была 5. Но это было в классе 6. Но я думаю, если сейчас программу смотрит моя учительница, она очень мной гордится. Настя нарисовала 3 кляксы. Моя ученица. Ну так вот. Смотрите, ну классно же. Но показать все их творения за сезон мы не успели. Так Андрей в Женеве собственноручно решил собрать швейцарский нож. Что из этого получилось, сейчас и увидите. Мало кто знает, но швейцарский нож был разработан почти 150 лет назад и сразу был взят на вооружение швейцарской армией. Секрет их качества – в специальной технологии закалки высокопрочной стали, в высоком уровне отбраковки и пожизненной гарантии. Стоит такой нож $20, а в местном магазине его еще можно собрать собственными руками. Hello, my name is Andrei. Nice to meet you. Could you help me? Could you show me what I should to do? Because for me it's very interesting and I think it's very difficult. Видите вот этот станок? Вы наверняка видите, у вас хорошее зрение. И вот на этом станке по сей день собирают такие швейцарские ножи. Собирается швейцарский нож в несколько этапов. На первом нужно подготовить основу, на которую все детали, собственно, я и буду нанизывать. Я уже вхожу во вкус, мне уже нравится, при том, что я сделал какую-то минимальную часть. На втором этапе нужно поочередно добавлять все детали, время от времени придавливая их прессом. Есть, все. Нужно нажать на педаль, пресс опускается, тянешь рычажок, чтобы все оно двигалось, и только тогда все попадает в пазы, и все прекрасно становится. О, есть, все. Шик, блеск, красота. Мне так нравится, я принимаю участие в чем-то важном. Я что-то собираю. Я собирал в жизни вообще 2 вещи. Кэпсы в детстве и крыжовник на бабушкином огороде. Все. А тут я собираю нож, и не простой нож, а швейцарский. На третьем этапе, когда все детали уже собраны вместе, нужно их зафиксировать и закрепить отдельной пластиной. Mr. Teacher,
Perfect. Perfect. The job is made. Well done. Ребята, well done. Никогда такое мне не говорили, но здесь у меня well done, perfect. Столько классных слов в свой адрес я не слышал давно. Но и это еще не все. Теперь лишние детали нужно отрезать и сам нож выровнять. Хотел бы обратиться к своему учителю трудов. Ну что, Игорь Иванович, смотрите. Вы мне говорили, Бедняков, ты гвоздя забить не можешь. Смотрите, Игорь Иванович, вы там в школе, а я, между прочим, в Женеве швейцарский нож собираю. Спасибо вам. Низкий поклон. И вот швейцарский нож от Андрея Беднякова готов. Слышали? Да. Я умею. Теперь внимание, тишина. Как приятно. В принципе, нет ничего сложного. Профессионалы такой нож могут собрать менее чем за минуту. Но мой учитель сказал, что у меня не получится это сделать даже за 3. Эх, вот зря он это сделал. You saying 3 minutes, and that I'm gonna do it less than 3 minutes, right? 20 push-ups. Deal? Deal. Окей. Мне просто интересно. Вот 3 минуты. Я должен собрать следующий нож меньше, чем за 3 минуты. Если я это делаю, мой сенсей, учитель, 20 раз отжимается. Если нет, тогда 20 раз отжимаюсь я. So, 1, 2, 3. Let's go, guys. Поехали. Так. Ну что ж ты меня так подвела? Ну вот, все, застрял сразу же, в первую же секунду. Как? Да ну. Вот так, что ли? Это нереально. Дальше. Вот это вот история. Вот это вот история. Есть, шеф. Есть. 38 секунд, ребята, да. Так, теперь вот эти болты. Болтяо. Как достать? Ну. Есть. Все. I'm ready. 10 секунд. Ребята, я не знаю, что. Короче, откусываем вот эту вот историю. Ну все, у меня получилось, я собрал его. Yes, I'm ready. So I've done it. Okay, check, double check. You can check. I think you need push-up. You need 20. You, no, I've done everything. Все, начинается вот это, да. So, твою мать. You're ready for... Блин, реально, я лоханулся, смотри, я не туда лезвие поставил, просто в обратную сторону. Не, ну это мое такое решение дизайнерское. Я ненавижу вас, а точнее себя, за то, что предложил этот идиотский спор. 20. Thank you. Если вы до сих пор не познали все прелести бесконтактной оплаты, рассказываю. Это максимально быстро и, что самое главное, безопасно. Карта всегда будет в ваших руках. Завершить сезон с нашими топовыми ведущими мы решили в не менее топовом месте – на Мальдивах. Райский уголок в Индийском океане, где побывать мечтает каждый путешественник. Но Андрею в этот раз не повезло.
Ему досталась $100 и все 2 дня он пытался выжить как мог. Hello, hello. Is anybody here? Так, выставляем хату по старой моей привычке, забираем все самое ценное и уходим. Все. Раз, два. Они даже не успеют опомниться. Hello. И пошел дальше. Ну все, бай-бай. А в это время Настя наслаждалась всеми прелестями своего элитного резорта. Сутки, на котором обошлись ей баснословные $57 тысяч. Ну что, толстый человечек врывается в мальдивские приключения. Отдых объявляется открытым. Ой, вот это хорошо, вот это я люблю. Смотрите, у меня традиция, я с первого удара забиваю сразу 1 шар. Сейчас. Я же сказала, я всегда забиваю 1 шар. Идем дальше. А под вечер она решила отправиться в романтический круиз. Этот сюжет вы сейчас увидите впервые. Романтический мальдивский закат на собственной яхте. Казалось бы, что может пойти не так? Фу, с первого раза попала. Короче, ребята, я хотела лакшери-лухари, а по факту получаем нечто немножко экстремальное. Но вы меня тоже поймите, здесь погода меняется каждые полчаса. А у меня единственный вечер, когда я могу проводить красивейший закат. Поэтому я считаю, что не нужно от этого отказываться и брать от ситуации по максимуму. Вот увидите, мы справимся. Из этой картинки можно слепить что-то очень вкусное. Ну, немножечко шатает. Да я правда не пила, это реально она качается. Ребята, это жесть. Видит Бог. Все. С сексуальностью мы закончили. Все видели, я пыталась, я могла. Возможно, у меня даже что-то получилось. Фу, я так устала, пока сюда добиралась. Роскошь, она такая. Саня, у тебя есть таблетки от укачивания? Нет? Ну, нам... Ой-ой-ой! Ну ладно, шторм не дал нам насладиться закатом. Но шикарнейший ужин-то ведь он не испортит. It's enough. It's okay. А как вы хотели? Тут так штормит, что просто не... And this one, and that's it. Так, вызываем тяжелую артиллерию. Я знаю, как сделать. Смотрим, берем вот так вот. Всему вас учить надо, молодежь. В общем, я считаю, что это фейл. А любой фейл каждая уважающая себя женщина заедает и запивает. Но рыбка очень вкусная. Вместе с волосами в соли вообще топчик. Ее даже подсаливать не надо. Ты ешь на ветру, тебе волосы залетают в рот и очень грамотно распределяют вкус соли во рту. Класс. Спокойно стоять, банки, вилки, ножи. В общем, вот вам мой совет. Если говорят, что будет шторм, не выходите в море, чтобы это проверить. Поверьте на слово и останьтесь дома. Прекрасным завершением был бы дождик, который бы сейчас ливанул. Вот это был бы номер просто. Такой просто погодка такая. А, Настюшенька, благословляю тебя на вот, обратный путь. Ну, короче, конечно, это грустно.
Я только что провел сделку, там он отнес деньги, товар Прекрасно. забрал. Привет. Здорово, Андрей. Привет, дорогой. Рада тебя видеть. Взаимно. Выглядишь прекрасно. Взаимно. Я переживал. Я, кстати, ты видишь, я немного опоздал. Ты Ночь молодец. одна на улице, я мчал. Да, это приятно, это приятно. Андрюш, я сходу хочу поделиться. Город. Ну все, У меня тоже. иди. Иди с Богом. Сори, извините, я к ней. Простите, вот я, мы вместе. Сори. О, Это все нормально. не мой парень, Жене но- привет, жене привет, тебе. Ой, если бы не то, он меня зарезал. Как дела? Хорошо. Все. Ты, все нормально. Я бежал, ты ночь одна, мексиканский город. Как Да, дела? Слава богу, отлично. Во-первых, я скинула килограмм, а во-вторых, мне очень понравился город. Ну, короче, я кайфанула. А еще это не главное. Андрюха, я обедала как самая настоящая королева. У меня был такой краб, столько мяса, такое вкусное, его было так много, что я могла накормить целый ресторан, ты понимаешь? Я просто шиковала, просто жировала. А я давно говорю продюсерам, зачем 100 баксов этой программы? Давайте на $20 жить. Безлимитная карта 20 баксов. Ну, пойдем. Ну, пойдем. А что стоять-то? Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ребята, увидимся с вами в следующем городе. Слушай, у тебя в зубах краб еще пооставался? Я доем?